Приветствую трейдеров. Торговля в реальном времени. Валютная пара доллар-иена. Я продал только что от текущих. Две позиции в рынке. Take Profit первой позиции возле круглого числа 162. А Take Profit второй позиции мы с вами поставим немного ниже. На отметку 161 700. Вот сюда. Если первый тейк сработает, стоп-лосс второй позиции без убыток. Да, первый тейк сработал, стоп-лосс тянем без убыток. И вот это наша классическая торговая ситуация. Когда мы видим осциллятор находится около минус 50 и ниже. Линии моментума, видите, поверх осциллятора снижаются и раздуваются, то есть расстояние между ними увеличивается. Это говорит о том, что тренд набирает силу. В это время цена подходит к зоне продаж. То есть вот где красные точки, зона ценности. Мы берем здесь, как видите, две позиции с целью, если цена будет падать, чтобы заработать больше и не открывать новые сделки, потому что новые сделки – это полноценный риск. Но когда мы вошли здесь двумя позициями, первый тейк сработал, остаток уже без убытки, риска открытой позиции больше нет. И если цена пойдет дальше, мы не будем испытывать страх упустить возможность. Таким образом, это решает и финансовые задачи для трейдера, и психологически закрывает его проблемные места. Потому что, когда ты, например, забрал прибыль, цена идет дальше в твою сторону, безусловно, ты об этом начинаешь жалеть, потому что ты не хочешь упускать деньги. И в результате это приводит к поспешным решениям. Ты входишь, например, вот, скажем, здесь или еще дешевле, и положение у тебя не очень хорошее с точки зрения соотношения, да, прибыли к риску. Поэтому здесь очень важно в начале, да, зайти двумя позициями, чтобы потом забрать дополнительную прибыль. И вот сейчас цена тестирует круглое число, даже пробивает его 162. Ну и посмотрим, дойдет ли до тейка. Хорошее здесь соотношение получается. Здесь у меня был стоп 15 пунктов, тейк 50 пунктов. Да, сработал второй тейк тоже. Мы ждем снова коррекцию, снова к этой зоне, подтверждение вход. Угу. Наблюдаем. Расширилась волатильность значительно на доллар-иене. Если вы следите за этим рынком, был период, когда здесь вообще движения не было. Мы ждем, да, посмотрим, будет ли еще один вход. Хороший горячий рынок. Вход возможен, да, вот здесь, в этих зонах. Вот отсюда вот так, область продаж. Выделим ее красным цветом. Угу. Видите, цена в зоне. Зашла в эту область. Стоп-лоссы мы ставим выше. Вот сюда, выше 162. Я не исключаю, что цена может попробовать даже протестировать максимум этой зоны. Я удалю свой чертеж. И оставим только вот эту область. То есть это автоматически рисуется зона по определенным критериям. Нам сюда вмешиваться не нужно. Я по старой привычке рисую, потому что раньше у нас не было автоматизации вот этих мест, да, входа в рынок, нужно было руками рисовать. Сейчас с помощью алгоритма мы можем объективно подходить к этому вопросу, да, где входить в рынок. Четко известно, вот она область входа. Чуть ниже вошли, чуть выше, не принципиально, да, в середине. Понятно, чем выше мы входим, да, тем выгоднее
соотношение, вот мы видим здесь сигнал как раз. Доллар-иена, вот так они выглядят. Доллар-иена, цена в зоне продаж. То есть робот, который называется тренд-сканер, он видит это и сообщает трейдеру. То есть вам даже не обязательно смотреть на этот график. Например, вы получили сигнал в таблице, вы нажали на кнопку, у вас моментально загрузился шаблон уже с этой зоной, со всеми критериями системы. И вы понимаете, что ага, цена в зоне, продаю. И здесь мы ждем финальный штрих подтверждения, да, и открываем сделку. Это очень важно, особенно для новичка. Ожидание подтверждения здорово дисциплинирует трейдера. Ждем пока нет входа. Если будет продажа, тейк-профиты будут в районе этой зоны поддержки. А вот здесь. Не торопимся. Стоп-лоссы выше 162, то есть вот у нас круглое число. 162, мы берем стопы, буквально там несколько делений ставим повыше. В предыдущие дни мы брали соотношение и 5, 8 и даже 10 к одному тейка к стопу. То есть несколько таких сделок определяли результат. Не только по тренду, но и в поворотных точках. Вот мы видим NASDAQ тоже в зоне продаж. NASDAQ нас не интересует в Европу, хотя там тоже бывают движения. Нас интересует доллар-иена. Цена идеально в зоне, видите, она здесь начинает консолидироваться в этой области. То есть это зона сопротивления, к которой чаще всего возвращается цена, прежде чем продолжить путь вниз. Однако нам нужен здесь подтверждающий сигнал, да? Чем больше вы будете торговать вот этот сетап, то есть эту установку, тем более прибыльные будут ваши сделки, и тем больше вы будете понимать, когда не надо входить, потому что часть наших прибылей зависит от того, когда мы фильтруем сигналы. Да? Если вас интересует автоматизация торговых процессов, вы хотите внести ясность в свой анализ и прийти к постоянству, дисциплине, то добро пожаловать на проект Z-Trader. Я ссылку оставлю под этим видео. Вы можете перейти и посмотреть программы, которые включают сканеры и все мои алгоритмы, и выбрать подходящую. Если возникнут вопросы, пишите на почту info@ztrader.ru. Появился шанс продать прямо на макушке. Посмотрите, как идеально цена вошла в зону. И сейчас будем открывать сделки. Тейк-профиты мы установим вот здесь, на уровне 161 500. Первая зона фиксации прибыли. Стоп-лоссы выше 162, круглое число. Да, отлично, очень хорошо. И также идут две позиции в рынок. То есть рынок пришел к самой верхней точке продаж. Видите, эта зона называется FIBDATS. Вы можете на моем сайте прочитать подробнее. FIBDATS зона. То есть она строится на основе Фибоначчи и на основе волатильности. Продаем. Раз. Продаем два. Две позиции на продажу. Наблюдаем.
Take Profit первый оставим 161 600, а Take Profit второй потянем пока вниз, вот сюда, на минимум. Цена подходит к тейку. Наблюдаем. Возьмем вот этот Take Profit по доллар иене и поставим пока чуть пониже. Возьму стоп-лосс и поставлю еще чуть ближе к текущей цене. То есть я двигаю за красными точками. Кроме доллара иены я вижу на радаре индекс DAX. Посмотрим, что у нас здесь. Мы видим, индекс DAX находится возле зоны. Видите, здесь красный прямоугольник. Посмотрим на силу тренда. Мы видим, линии моментума расширяются. И когда такое происходит, чаще всего будет продолжение наверх. Так что готовимся купить DAX. То есть тренд-сканер анализирует рынки, находит подходящие символы, где тренд сильный и все остальные критерии тоже в порядке. Вы подтверждаете вход и открываете позицию. То есть минимум действий, максимум результата. Всегда смотрите, когда вы торгуете с трендом, на вот эти линии моментума. Давайте поставим вертикальную линию. Это для зрительной памяти очень важно. Цена пришла к зоне, да. Линии моментума снижаются. Видите, осциллятор около или ниже минус 50. Между линиями есть расстояние. Это очень важно, потому что если линии вот так прилипли друг к другу, нас это не интересует. Но когда линии начинают раздуваться, вот как здесь, видите, пошли раздуваться, поставим вертикальную линию на первый как раз вход. Видите, здесь расстояние уже гораздо больше, чем было, например, здесь слева. Угу. То есть я понимаю, что здесь крайне вероятно падение. Здесь крайне вероятно дальнейшее падение. Таким образом, алгоритм тренд-сканер находит подходящий рынок, где все критерии сильного тренда совпали, и мы уже в нужном месте подтверждаем вход. Да, либо наоборот его отменяем, потому что фильтры могут и отменить вход. И это дает вам самое главное, ясность у правого края графика. У вас отсутствуют серые зоны, потому что серые зоны – это место для ваших эмоций. Это тот момент, когда вы начинаете совершать ошибки, когда вы начинаете гадать, что сделает рынок. А здесь вы просто знаете. Это одна из самых прибыльных торговых систем за все мои 17 лет в трейдинге. И самое понятное для новичка и особенно для страдающего трейдера, который уже много что перепробовал, терял деньги. И, как я всегда говорю, даже не это самое страшное, что ты потерял деньги. Ты можешь там заработать или, может быть, это были демо-деньги. Ты теряешь уверенность. У правого края графика тебя постоянно одолевают сомнения. Ты начинаешь перебирать таймфреймы, бросать какие-то индикаторы на график, которых до этого не было. Менять свой анализ, корректировать что-то в процессе у правого края графика. И это создает пространство для эмоций, для хаотичных действий, непостоянных решений, которые потом нельзя отслеживать. И вот она, торговля, так может длиться годами. Здесь же ты привносишь ясность в торговый процесс, используя объективные критерии и формулируя свои решения, если то. Если я вижу символ в таблице тренд-сканера, то, что это означает, например, доллар-иена,
Это означает sell, то есть продажи. Цена в зоне продаж. То есть вы уже видите, что рынок находится в нужном месте для входа. Мгм. Вам не надо гадать, сейчас входить или подождать. Вы знаете, вот моя область продаж. Робот подсказывает, когда цена заходит в зону продаж, чтобы убрать субъективный взгляд на эту зону. Если цена в зоне продаж и линии моментума снижаются, между ними есть расстояние, осциллятор около минус 50 ниже, то sell. Можно это репетировать абсолютно каждый день. Самую тяжелую работу по фильтрации шума, которого на рынке очень много, 70-80% движений нам вообще не нужны. Поэтому робот отсеивает их и показывает только те, где вероятность наивысшая поймать тренд или, например, разворот. Потому что кроме сканера трендов у меня есть еще high-low сканер. Это сканер разворотов. Но сегодня мы видим только тренды в европейскую сессию. И это работает на любом рынке. Акции, валюты, фьючерсы, крипта. Также смотрю за индексом DAX. Скорее всего, его куплю, если подтвердится 25157. Цена в зоне покупок, но в то же время впереди красный 30-минутный уровень сопротивления. Это максимум сегодняшнего дня. Если мы посмотрим выше, ничего нет, дорога открыта. Покупатели, мы видим, здесь давят. Это очень важно, да? Когда торгуешь с трендом, торговать на передней стороне тренда только, потому что если торговать на задней, будут убытки. Передняя сторона тренда характеризуется, первое, осциллятор выше 50, линии моментума растут, и между ними есть расстояние. Вот если вы посмотрите, например, на доллар, иену, вы увидите то же самое, только нисходящий тренд. Осциллятор минус 50 и ниже, линии моментума снижаются, между ними есть расстояние. Здесь слева DAX, осциллятор выше 50, линии моментума растут, между ними очень большое расстояние. Это называется передняя сторона тренда. От этого зависит, будете вы зарабатывать, торгуя по тренду, или терять. Потому что примерно 15-20% всех движений нас интересует. Остальное – это шум и неопределенность. Например, вчера в мастер-группе мы торговали индекс Dow Jones. Я вошел чуть-чуть попозже. Вот здесь клиент входил, если я не ошибаюсь, вот здесь. То есть вот она, передняя сторона тренда. Вот она. Это все передняя сторона, где надо входить в рынок. Обязательно. Вот это, видите, здесь линии. Они перестали расти, и расстояние между ними отсутствует. Если здесь еще нормально, то здесь уже нет расстояния. Все. Вот с этого момента вы понимаете, что на рынке формируется обратная сторона тренда, то есть будет разворот. Ну и потом вы видите, что произошло с индексом Dow Jones. Можно здесь входить против тренда, вот в этой точке, но это уже за пределами регулярной нашей сессии. Сессия выделена вот таким цветом, видите? Немножко отличным от фона. И вот так вы можете легко читать график. То есть вот это передняя сторона тренда. Вот так можно выделить. Передняя сторона тренда, можно сказать, я запрыгнул в последний вагон. А вот это серая территория. То есть если торговать дальше с трендом, чаще всего будут убытки, или если будут профиты, совсем небольшие. Когда линии лежат друг на друге, тренда нет. И чаще всего это место, где тренды ломаются.
И вы это можете увидеть заранее. То есть вот здесь, видите, линии полетели вниз, пересеклись и стали расширяться, но уже в нисходящую сторону. При этом еще цена находится в своей высшей точке. То есть если вы так посмотрите на график, вы не скажете даже, что здесь формируется разворот с высокой вероятностью. Но если вы посмотрите вниз на эту закономерность, вы знаете, что чаще всего после вот этой конструкции формируются сильные нисходящие движения, контртрендовые. Посмотрите, какое было падение Доу Джонса потом. То есть падение составило почти 100% от вот этого импульса. Потрясающий шанс для трейдера торговать не только с трендом, но и заработать на обратной стороне тренда. Доллар-иена подходит к самому минимуму. Посмотрим, будет ли пробой. Давайте перенесемся на индекс DAX. DAX пробивает зону. Сейчас его будем покупать. Покупаем DAX. Отлично. Вот так выглядит уведомление системы. В основном сегодня мы видим сигналы тренд-сканера. Тем временем индекс DAX тоже поднимается. Получается соотношение тейка к стопу 3 к 1. Если цена дойдет до вот этой зоны, соотношение будет 3 к 1. Я беру 2% на позицию. То есть вот здесь в советнике ETM. Например, по умолчанию в базе я даю трейдерам вот такие настройки, 1%. Потому что самое главное, в первую очередь, это последовательные действия, одинаковые действия с минимальным риском. То есть стоимость стоп-лосса, это означает, что когда стоит стоп, если он сработает, максимальный убыток от депозита будет, соответственно, 1% или 2%. Больше 2 я не рекомендую брать. Можно 1,5 либо 0,5. То есть вот в этом диапазоне. Со средним значением 1% на позицию. Все остальное робот контролирует сам. Лот, какой нужно взять. Маржу контролирует. И чтобы не были превышены риски. Если вдруг вы превысите риск, робот сообщит перед открытием сделки. Таким образом, вы всегда будете соблюдать правила риск-менеджмента и управления сделками. На любом рынке абсолютно. Неважно, это акции, фьючерсы, крипта. Не имеет значения. Так, ну что, закрылась сделка на валютной паре доллар-иена. Индекс DAX растет, правда, очень медленно. Я перемещаю стоп-лосс в прибыльную сторону, гарантируя 18% прибыли. И посмотрим, дойдет ли до тейка. Если да, то это уже будет больше 20%. Сработал Take Profit. 22% прибыли за европейскую сессию. И посмотрим, как сложится американская. До встречи и до связи. Пока.